Здорово! В игре вышло обновление с изменением стрельбы. Давайте смотреть, что изменилось. Основные изменения такие. Была переработана анимация отдачи и улучшен разброс первых выстрелов. Раньше отдача от бедра в игре практически отсутствовала, а разброс сильно увеличивался сразу же после второго выстрела. Это приводило к тому, что вне зависимости от класса персонажа, стрельба с любого автоматического оружия ощущалась однообразной и рваной. При зажиме от бедра почти не было отдачи, и это не было похоже на стрельбу из огнестрельного оружия, это больше похоже на стрельбу водяными пистолетиками или пластиковыми шариками. У игроков такая стрельба вызывает непонимание. Перекрестие стоит прямо на противнике, отдачи нет, но оружие не попадает. Так не должно быть. Что изменилось в стрельбе? Отдача от бедра на всем оружии была сильно увеличена. Для точной стрельбы теперь придется тянуть оружие вниз, чтобы его не уводило слишком высоко. Что-то похожее есть в игре Counter-Strike, возможно, идея была взята оттуда. Чем мощнее оружие, тем сильнее отдача. Отдача на МСР-10 у наемника, например, меньше, чем на вепре, а у инженера с ПДВ отдача еще меньше, чем у наемника. Отдачу при стрельбе в прицеле тоже немного усилили. Не сильно. Инженеры этого изменения даже не заметят. А вот старатели почувствуют. Пушка старателя стала прыгать в стороны гораздо сильнее, чем раньше. По поводу охотника не могу ничего сказать. Как по мне, что до изменений, что после, его оружие всегда стреляло адекватно. Ну, разве что L96, стреляющая патроном 338 Lapua Magnum без отдачи, выглядит как-то странно. Теперь отдача есть. Кучность первых выстрелов на всех видах оружия была улучшена. Другими словами, стрельба короткими очередями теперь станет более эффективной. На оружии разных классов изменения стрельбы отразились по-разному, поэтому нужно разбирать каждый класс в отдельности. Инженер. На инженера изменение отдачи повлияло меньше всего, ведь главная особенность его оружия – это высокая скорострельность и низкая отдача. Звучит интересно, но до обновления эти преимущества реализовать не получалось в полной мере, потому что после второго выстрела разброс почти сразу становился максимальным. И как раз за счет улучшения разброса у первых 3 выстрелов, инженер в PvP теперь будет себя чувствовать более комфортно. Теперь с большим шансом инженеры будут перестреливать наемников и старателей. С одной стороны потому, что у инженера улучшилась кучность, с другой стороны потому, что у наемника и старалы увеличилась отдача. Это справедливое изменение. Я играю на инженере, и у меня были ситуации, когда я замечаю противника первым и первым начинаю вести по нему огонь. Но из-за того, что я вынужден стрелять по 2 пульки и ждать снижения разброса, меня в это время успевает увидеть и с пары выстрелов отправить на респаун. Благодаря улучшению разброса, впредь таких ситуаций должно стать меньше. Старатель. Я уже говорил, что отдача на дробовиках стала значительной. Это действительно так. И некоторые люди уже высказывают свое недовольство в этом отношении, но таким людям я рекомендую посмотреть, как в реальности происходит стрельба с этого оружия. Как вы можете видеть, при интенсивной стрельбе оружие сильно трясет, даже при условии, что стрелок плотно прижимает его к плечу. Люди считают, что такое изменение отдачи в игре несправедливо. Ладно, окей. А справедливо ли, что карабин, стреляющий в автоматическом режиме, имеющий в магазине 20 патрон и наносящий 2000 урона с одного выстрела с картечи, не имеет никакой отдачи? Вот и я думаю, что нет. Но если вы уже мысленно начали хоронить старателя, то рано отчаиваетесь. При стрельбе в положении сидя отдача значительно понижается, а если войти в прицел, то еще и кучность улучшается. В положении сидя короткими очередями все еще комфортно вести бой. Основой анимации отдачи даже визуально стрелять стало приятнее. Наемник. Ему тоже добавили отдачи. Теперь его оружие ощущается так, как надо. Штурмовые винтовки и раньше стреляли хорошо, но теперь нет ощущения того, что пушку зажали в тиски и ты будто бы стреляешь с водяного пистолетика. Wessex уже оценил. Ебать, ствол трясет, охуеть. Вот это вот сейчас чувствуется. О. Анимация стрельбы заебись. Вот этого вот я и хотел, чтобы его, блядь, трясло нахуй. Да, если стрелять от бедра, то пушку нужно будет тянуть немного вниз. Если вы научились этому в других играх, то и здесь справитесь. Но лучше, конечно, пользоваться прицелом.
Наемник у нас и так переапанный класс, и у него стрельба всегда была хорошая. А теперь она стала еще и тактильно приятная. Да, кстати, а как там с кликерами? Если вы подумали, что теперь все будут абузить отдачу и разброс, то спешу вас заверить, что это не так. Максимально эффективно в новом патче будет стрельба 2-3 пулями в умеренном темпе. А то, что делают люди с макросами, это пытаются максимально быстро жать на кнопку выстрела. Подвох тут в том, что кучность ухудшается, когда вы быстро закликиваете. Поэтому пули с кликером будут лететь хуже, чем если бы вы это делали руками. А отдачу все равно нужно будет контролировать вручную, потому что она рандомная. Рандомную отдачу макросом нельзя загасить. Снайпер. На болтовках добавили отдачи, это понятное изменение. Я думаю, разработчики тоже думают, что оружие, имеющее огромную бойную мощь, должно иметь соответствующую отдачу. Стрелять это, конечно, не мешает, ведь это однозарядное оружие. Но что касается полуавтоматических пушек, таких как МСР-12 и Пионер, то, как по мне, они до обновления имели хорошую отдачу и адекватный разброс. Теперь отдача стала чуть побольше, кучность чуть получше, но разница не особо большая. А про увеличение отдачи от бедра я даже говорить не буду, потому что со снайперок стреляют с прицела снайперского. Иначе для чего она нужна? Ну и главный вопрос дня, как теперь фармить в ПВЕ? Меня заранее предупредили, что после обновления появятся нытики, которым старая стрельба без отдачи нравилась больше. В основном это, конечно, ПВЕ фармилы, которые постоянно качаются на скрытнях, фалангах. Этим людям на улучшение разброса все равно, они разбросы в игре и так не ощущали, потому что у них дистанция до моба максимум 2 метра. Зато вот дергающиеся в разные стороны прицел они почувствуют и перестанут от бедра с картечи попадать. Эти люди будут очень недовольны новой стрельбой и будут жаловаться в комментариях ВКонтакте и в Дискорде. Только проблема тут не в том, что отдача в игре стала большой, ребят. Проблема в том, что вы расслабились. Вы забыли, как должна ощущаться стрельба с огнестрельного оружия. И вам об этом напомнили. Проблема в том, что весь прошлый год, с момента как стрельбу переделали, вы играли не в Wild или в онлайн. Вы играли в Звездные войны. Вы были имперскими штурмовиками, которые стреляют с бластеров, не имеющих отдачи, но имеющих огромный разброс. И в ПВЕ вам это не мешало. Только вот знаете, Will to Live — это игра не только про выживание в суровом мире полном монстров. Это еще и игра про противостояние двух фракций. Это PvP-контент. Это самое ядро и основа игры. И очень долгое время это ядро было сломано, потому что стрельба была слишком случайная, казуальная и неинтересная. Именно поэтому ощутимая часть PvP-комьюнити ушла из игры, им просто здесь неинтересно. Именно поэтому понизился онлайн. Именно поэтому вечером в воскресенье я выходил на каньон, а там на спотах никого нет. Никто не качается. И я надеюсь, что эти изменения в стрельбе вновь вызовут интерес у PvP-комьюнити. Я надеюсь, что на каньоне вновь начнутся активные войны 50 на 50. Я надеюсь, что в ближайшее время весь официальный дискорд игры будет завален нарезками фрагов в PvP. Обязательно со сплюснутыми экранами, вырвиглазной цветокоррекцией и гейской музыкой на фоне. Если так и будет, то все было сделано не зря. И поэтому, если кого и нужно винить в этих изменениях, то винить надо меня, Намуса. Это я просил, чтобы стрельбу так переделали. Из-за моей деятельности стрельбу в игре меняли уже дважды. Ни в коем случае не ЧСВ, просто факт. А также нужно отдать должное всем тем, кто тоже хотел, чтобы PvP в игре стало интереснее и писал об этом в Дискорде. Ваши мысли по поводу этих изменений я буду ждать в комментариях. Разработчикам и нашему комьюнити-менеджеру спасибо огромное, что слушаете свое комьюнити и делаете игру интереснее. Я сказал все, что хотел. Еще услышимся. Да, ну и наговорил я тут. Блин, это ж они сейчас посмотрят и потом пойдут мне на почту мусор слать. Они ж мой никнейм знают. Походу придется ник менять.